Всем здравствуйте и самый искренний привет. Это карты Симбалон, на которых я посмотрю для вас ваши отношения с тем человеком, о котором вы думаете. Что этот человек хочет от вас? Что у него в планах? Какие у него мысли и чувства? Традиционная тема мысли и чувства загаданного человека, мужчины. Устраивайтесь так, чтобы вам было удобно, приятно, чтобы вам ничего не мешало, чтобы вы отдохнули с пользой для себя, посмотрели, заглянули в ваше будущее. Может быть, это чашка чая или просто приятный разговор с самим собой, со Вселенной, со своим мужчиной. Мы вызываем его на разговор. Кстати, карты Симбалон, они же магические, да? И посмотрим, есть ли вообще с ним будущее какое, что у него в планах на вас. Я хотела бы сделать короткий расклад, чтобы вы с пользой для себя все поняли, да. И сейчас я ищу сигнификации ваши, то есть его и вас. Кстати, слово сигнификация, такого слова нет, оно такое немножко придуманное. Оно идет от славянского, старославянского слова вопрошающий. Вопрошающий – это вы, тот, кто зашел, ваш пальчик абсолютно не случайно выбрал посмотреть. И significant – это главный, да, главный, но на другом языке. А на нашем это вопрошающий. Именно вы вопрошающая, госпожа, которая есть в этих картах. И здесь госпожа представлена как королева, это вы. А он, мужчина, представлен как король. И вот сигнификация – это когда я смотрю, что перед вами, а что после вас. Какая карта перед ним, а какая карта после него. И таким образом я узнаю истинные намерения ваши и его. Бывает так, что мы сами не знаем своих истинных намерений, потому что будущее от нас скрыто, и только в картах можно увидеть, заглянуть в эту замочную скважину будущей жизни. Итак, мужчина ваш, где же он и где же вы? Я при вас сделаю вот такую сигнификацию. Простите за камелек, он немножко трещит, такие уже у нас дрова, да? Надеюсь, это вам не мешает. Итак, сигнификация. Ну а потом посмотрим, есть ли у вас будущее. Вот именно что на сердце. Это, видите, пустая карта. То есть, если такая карта выйдет, значит, пусто у него на сердце, да? Но именно что на сердце точно не пусто, поскольку эта карта вышла, и там его не было рядом с этой картой. Именно что на сердце у мужчины покажет его и ваша сигнификация. Мужчина может что-то скрывать, потому что, смотрите, уже полколоды прошли, а его еще пока нет. Вполне возможно, что он что-то скрывает от вас. Что же скрывает загаданный вами человек? Ну, покажут карты рядом с ним. Они покажут, что он скрывает. Угу. У каждого человека есть такая потайная комната в сознании, да, и эта потайная комната имеет то, что он не хочет афишировать. Там есть несколько составляющих в этой комнате. Одна из комнат он не хочет афишировать, потому что это очень личное, а вторая, что, может, он стесняется этого. И ему стыдно, потому что его позорили, говорили, вот ты такой, вот здесь нехороший. Он вот это нехорошее свое, в кавычках, теневое я, хочет скрыть. Но если мы любим человека, мы его любим за всякие его морщинки и погрешности, за все. Какой он есть, такое любим. А если не любим, так не любим. Ой, как сильно трещит, а. Если не любим, так не любим, и ничто не поможет полюбить, да. Вот такая вещь, это химия, чистая химия. Вот он, пожалуйста. Ну, смотрите, какая красота, вот этого он хочет с вами танца любви, он хочет с вами близости, может. А ну-ка, следующая карта покажет его еще. Он хочет вас просто заключить в объятия. Да, вот эта клетка золотая, она, конечно, может иметь очень негативные коннотации, особенно если мужчина, например, относится к знакам земли или воздуха. А земля – это будут тельцы, козероги или же девы, и к воздуху весы, близнецы или водолеи. Если он относится к этим знакам, может быть, он и где-то манипулирует, где-то вампирит, закрыл вас в клетку. Видите, у него ключ вот здесь, сзади держит, чтобы вы этот ключ не увидели. То есть ключ есть от вашей золотой клетки, но он его скрывает. Такой король на именинах, да. Но здесь эта карта другая объясняет немножко первую, потому что карты не работают никогда поодиночке, всегда в обществе друг друга. И здесь я вижу, что в общем он закрыл вас именно в золотую клетку.
То есть он хочет для вас сделать комфортную жизнь. Вот по этой карте он просто влюблен, по собственному желанию влюблен. А где же вы? Ну, наверное, среди этих 4 карт. Вот это да, чудеса чудесные. Вот вы. И эта карта перед вами, эта карта после вас. Вот так. Но эта карта лишняя. Но поскольку она была между вами, я в любом случае буду рассматривать лишнюю карту. Лишнюю нет, ну, разве что у кого-то может быть что-то лишнее, но здесь нет лишнего ничего. Это карта примирения святого Франциска. И именно, смотрите, если он относится к земным знакам, он очень хочет примирения с вами. Да, колода астрологическая, поэтому много намеков на астрологию. Мужчина хочет с вами мира, покоя и счастья. Он хочет вот такая межа, чтобы была, да, между вами, что касается каких-то разногласий, чтобы вот здесь разногласия показаны, чтобы вы больше не ссорились. Разногласия, ну, в общем, не убедишь никого ни в чем, да. Они всегда бывают, не бывает людей, которые думают вот 100% одинаково. Если люди думают 100% одинаково, это зависимые отношения, когда один человек зависит от настроения другого, и от его самочувствия, настроения, от его мыслей, чувств, то есть является как бы отражением другого. Так раньше были женщины во все времена, потому что женщина всегда была порабощена этим домостроем, да, но это мы знаем с вами, до сих пор это есть. Так что зависимые отношения, как когда один человек зеркало другого. Но это не бывает в жизни так. Независимые отношения – это живые отношения, когда каждый человек может самовыражаться и не боится, что другой с ним поругается по этому поводу, или его возненавидит, или его осудит, или его раскритикует. Он хотел бы такого мира такого между вами, взаимопонимания. Это очень хорошая карта святого Франциска. Если вы сейчас в ссоре, мужчина очень хочет помириться. Но вот что было вокруг вас, вы... Госпожа, которая смотрит расклад, сюда можно послать своего двойника, и я вам сразу скажу, что вы чувствуете раздор. Вы чувствуете несоответствие, несогласие по многим вопросам. Иногда так бывает, что мы чувствуем несогласие там, где к согласию невозможно прийти. Еще раз повторяюсь, что любой человек, даже вот по крови, брат, сестра, в любом случае, ну это же кровные родственники, правда, ну не первое родство, но все-таки кровные. И у то разные. А что касается мужчины из другого рода, другие родители, другие хранители рода, все другое, конечно, есть разногласия. Не концентрируйтесь на разногласиях, потому что это только будет делать вот эту трещину, эту пробоину, да, вот это между вами, эту бездну еще сильнее и сильнее, еще глубже и глубже, еще чернее и чернее, если вы будете концентрироваться на том, что вас разъединяет. Потому что всегда можно найти то, что разъединяет людей. А концентрируйтесь на том, что делает вас свободной. Да, отношения могут быть вместе и вместе с тем свободны. Нет, вы, может, меня неправильно поняли, не свободны от обязательств и не свободны от обещаний друг другу. Нет, свободны от именно зависимых отношений. Да? Вы хотите этой свободы для себя, но вот и он хочет тоже, чтобы вы были с ними вместе с тем, да, он, наверное, хочет свободы для вас, но в меньшей мере, чем вы хотите свободы для себя, потому что здесь все-таки эта золотая клетка говорит, что он хотел вас оградить от превратности судьбы, ну, как положено любому рыцарю на белом коне. Вообще, через призму восприятия 21 века рыцарь на белом коне фигура очень спорная. Понимаете? Потому что, с одной стороны, если нас ограждают от превратности судьбы и садят в золотую клетку, с одной стороны, ну, благодарность этому мужчине, что он хочет защитить свою женщину, им побуждают самые чистые намерения. Но, тем не менее, сколько я вижу таких женщин, которые были как за каменной стеной. Вот у меня соседи, я рассказывала, дипломаты, и она всегда была как за каменной стеной за своим мужчиной. И вот мужчине 80 лет, и он еще на лыжах ходит 8 месяцев в году, как у нас здесь в Ванкувере, да, можно на гору подняться. А она просто вот, ну, совсем уже слабая, потому что у нее всегда была протекция. Очень хорошие люди, женщина очень хорошая. Я пример привожу, но она слабая физически, очень слабая.
от того, что она была менее активна в жизни в более молодые годы. Так что вот если ваш мужчина хочет вас оградить от превратности судьбы, ему нужно быть благодарным, что он вас любит. Это просто признак его любви, но вам нужно быть активнее в жизни. Вот активный танец, да, не сидеть вот так, ну, и молить его, выпусти меня, а активно с ним взаимодействовать с человеком. Я не вижу ничего плохого здесь, я не вижу, что он что-то плохое задумал, я вижу, что только хорошее. Ну а вы рассуждаете, если вы смотрите на бывшего, с которым вы расстались 3 года назад, смотрите на конечно, будущего человека, который будет вот такой очень благородный. С вашей стороны вы, конечно, устали от зависимых отношений, даже если это была золотая клетка, даже если мужчина хотел сделать хорошо для вас, но вы устали от этого, вы хотели бы себе свободы в отношениях. То есть нет, не то, чтобы иметь еще одного мужчину, нет, может быть, вы меня неправильно поняли. Вы хотели бы свободно думать, свободно мыслить, свободно рассуждать, свободно распоряжаться своим временем и не зависеть буквально от настроения, может, мужчины или от его потребностей, чтобы удовлетворять все его потребности, как делает в кавычках настоящая жена. Ну и не в кавычках, конечно, это делает настоящая жена, которая поддерживает мужа, которая много добивается, потому что она для него создала такие условия очень стабильные и удобные. Но все-таки у вас есть очень большой потенциал жизненный, у вас есть свои таланты. Видите, вот эта сумочка через плечо, она метафора талантов. Метафора ваших личных талантов, которые вы можете развивать независимо от мужчины. И вам будет о чем поговорить, потому что вы будете еще и в дружбе сильны, не только там вот в спальне. Да? И вот эта свобода, это позволять вам воодушевиться вашими талантами, позволять вам жить в свое удовольствие. И не зря здесь воздушные знаки. Да? Может, вы из воздушных знаков, или же в воздушных знаках у вас какие-то планеты значимые, или же асцендент, или Луна. Но вот воздушные знаки играют огромную роль в вашей жизни, а знак воздуха – это знак свободы. Да? Так что вам нужно это знать и верить в себя, верить в то, что вы можете реализоваться, конечно. Ну вот, как интересно все повернулось, да? Не зря мы так долго искали с вами эту сигнификацию, она показала многое. Итак, что утаивает мужчина и о чем вам нужно знать сейчас касательно ваших будущих отношений с ним? Вот опять же, видите, задаю вопросы такие очень конкретные, может даже жесткие, потому что меня ругают, что я не слишком жесткая. Ну, послушайте, я честно читаю те карты, которые выходят. Разве можно эту карту прочесть жестко? Что утаивает мужчина? Какие у него секреты? Да ничего, это карта счастья. Он, может быть, даже не хотел бы показаться немножко таким женственным, он хотел бы действительно уюта домашнего, как женщина хочет этого уюта. Вот он хотел бы такого уюта. Я знаю, что в некоторых культурах, когда пары становятся постарше, например, 50 плюс или 60 плюс, мужчина больше должен быть домашний, он уже накарьерился, да? А женщина, если она создавала уют мужчине, рожала детей и воспитывала, она должна быть больше общественной, то есть может создавать свои бизнесы, свои какие-то деньги зарабатывать, то есть поменялись ролями. Может быть, он хотел бы поменяться ролями, но ему стыдно в этом признаться, он подумает, что вы его будете обвинять в какой-то женственности, да. Этого он боится, этого, может быть, он скрывает, что он хотел бы больше дома проводить, больше уюта, меньше нервности на работе. Это карта вдовца или вдовы, да, и это карта кармического узла. У некоторых у вас существуют кармические узлы. Вот так к этому все шло в прошлых жизнях, но не дошло. Мужчина погиб на войне или еще что-то случилось, да. Этот кармический узел может на вас влиять. Угу. Это может быть какие-то абортированные дети из прошлых жизней, какая-то черная такая негативная энергия, которая мешает вашему счастью. Это кармические узлы, скорее всего. Вот этому счастью может помешать вот это. Но кармические узлы у меня исцеляются. У меня есть канал на исцеление таких узлов. И целый канал для вас держу. И абсолютно ни за что деньги не беру. Кстати, расклады не делаю за деньги. И чистки у меня тоже отдельный канал. Все безоплатно. А что еще мужчина хочет вам рассказать? Но ему тяжело. Он несет какой-то груз. Он напрягается. Иногда мы, девочки, жестокие, не зная этого, и он, может, вы не зная этого,
его напрягаете. И иногда я слышу такие вещи. Да, мужчина, у которого есть дети от первого брака или же дети безбрачные, неважно какие, но это, конечно, не кандидат, потому что он будет либо вкладываться, если он хороший отец тех других детей, или же если он бросил детей, то он и ваших общих может тоже бросить. Или же мужчина, который имеет детей от первого брака, он будет в них вкладываться материально, будет забирать деньги, которые, в принципе, для вас двоих. Ну, здесь есть много правды, да. Но если у вас такая ситуация, что мужчина действительно напрягается, потому что и для вас должен многое сделать, и для мамы с папой, или же для детей из первого брака. Но мы, девочки, должны быть очень, очень аккуратны, потому что когда мы там как говорим, мы не можем тогда думать, что вот мы ищем, если у нас есть у самих дети из первого брака, что мы ищем достойного отца своим детям, да. Я знаю много таких ситуаций у меня, у сестры. Моя была такая ситуация, его ребенок, вот это не хочу его здесь, а мою дочь он должен любить как свою. Но это неправильная установка, это очень жестокая установка и несправедливая. Ну, я точно знаю, что вы не такая. Но у нас, у девочек, если мы можем просто так, как бы на автомате, когда мы живем, мы можем так думать, да, и даже не думать, а подсознательно, как-то так действовать, себя не анализировать. Так вот здесь вот пророчество вам такое, что мужчина нагружен, может быть, и может быть это у него или треугольник, он любит вас и еще какую-то женщину, или у него есть дети от первого брака, и у вас общие дети есть, или вы планируете детей, и вы переживаете, что он будет ваши общие средства использовать туда на тех других детей. И вы понимаете, кто вам судья рассудить? Потому что, с одной стороны, он и прав, когда помогает другим детям, им поможет, и вам, вашим детям тоже общим. Ой, извините, так, у меня так, дрова такие какие-то, да. А вот он борец, но с другой стороны, вы правы, с одной стороны, нет, с другой стороны, правы, кто вам судья. Но нужно, очевидно, знать, что если вы хотите, чтобы он любил вашего ребенка, если он из первого брака или ваших общих детей, конечно, он любит и тех, и других. Но это редкость. В основном мужчина не любит так детей, как женщина, потому что мужчина их не рожал. И символ и вообще безусловная любовь в мире, она представлена матерью, да, матерью к детям. Не зря же в церкви у нас Мадонна с младенцем, да, и безусловная любовь, она не может испытываться мужчиной полностью. Поэтому не обессудьте, если этот мужчина не так любит детей, как вы, ваших общих, своих от первого брака или будущих детей. Мужчина не способен любить так детей, как вы. Он не способен. Вы можете его научить этому. Да, может быть, вы ссорились из-за детей, из-за его детей, из-за первого брака. Может, ссорились. Может быть, ссорились вы из-за ваших будущих детей, или же разница, как он относится к детям, которые вот раньше в другой семье, и как вашим детям вы видите несправедливость, и вы ссорились из-за детей. Мои дорогие, я вам скажу, что это только может вас еще больше поссорить. Из-за детей нет смысла ссориться, потому что это совсем другая ипостасия. И когда мы начинаем ссориться из-за детей, мы, конечно, отдаляемся друг от друга. Мужчина не поймет женщину, что касается детей. Он не рожал детей, не вынашивал их. Такая вещь. Он вам будет как друг. Он очень хочет быть вам как друг. Вот это вы как с мужчиной, как с подружкой, да? В этой карте много правды. Потому что, мы, понимаете, в спальне у нас там противоположное такое все. А вообще на кухне, в гостиной, на улице, на работе мы должны дружить с друг другом, невзирая на наше вот это вот предназначение. Иначе мы будем вот придираться к нему, он меня не уважает как женщину. Но что значит как женщину? Вот что значит это, да? С одной стороны, понимаю, а с другой стороны, эта карта говорит, что иногда нужно с мужчиной взаимодействовать как с другом, невзирая на принадлежность вот такую. Что такой получился расклад, да? А вы от него пострадали или он от вас пострадал? Потому что у вас нет взаимопонимания на фоне, вот что должен мужчина, что должна женщина, да, вот дети туда-сюда, нет взаимопонимания. Вы пострадали друг от друга. Вам нужно наладить отношения как партнеры. Вот в астрологии есть понятие партнеры, да, там не в половом дело, а в партнерстве, вот просто чтобы взаимопонимание. Вам нужно это наладить. Да, в ваших отношениях была сильная страсть,
Она и будет, но еще должен быть другой огонь. Огонь вот такой именно дружеский, который может у вас, у многих и погас. Его нужно, ну не полностью, вот как у меня камин, видите, там же жар есть. Ну, пожалуйста, жар есть. Точно так, как у вас есть этот жар, его нужно возродить, да. Алхимическая карта, именно алхимическая, это ведь слияние серебра с золотом, это вот это слияние инь-янь, это слияние вас как пары, вы взаимодополняющие. Бывает так, что и женщина больше как мужчина в паре, ну так что делает такая пара, да. Ну у меня вот так вот, тоже я вам свой пример приведу. Так что здесь алхимия, у каждого она своя. Да, бывает у женщины больше такой логический ум, у мужчины больше такой ум, знаете, эмоциональный. Ну, конечно, вы играете с ним, он играет с вами, жизнь играет с вами двумя. И есть такое понятие, что наша жизнь игра, да, еще и по Пушкину, и там по Чайковскому, как я эти все оперы учила, что наша жизнь игра. Вот эта карта говорит, я не согласна. Если мы считаем, что жизнь игра, и мы воспринимаем жизнь иронично, она точно так же к нами относится. Я, вот видите, такой человек простой, я считаю, что жизнь не игра, а жизнь это по-серьезному. Жизнь это натурально. Вот когда хотим, смеемся, но не над кем-то, не критично. И вот эта ирония, что наша жизнь игра, я не согласна здесь. Вы знаете, как этот Герман, бедный, по Пушкину кончил, да, что наша жизнь игра. Нет, не игра, жизнь. Да, тяжелая жизнь, да, тяжелые отношения. Но дело все в том, что не бывает легких длительных отношений, да, бывают легкие только быстрые отношения, а длительные отношения, те, которые вы себе задумали, и он задумал, да, там будут взлеты и падения, там будет сложно, иногда понимание, иногда непонимание. Так что здесь я вижу, что, знаете, если мы жизнь превратим в игру, она и будет над нами смеяться. Если мы сделаем жизнь работой, вот видите, последняя карта вышла такая, пустая, значит, уже больше карты не хотят говорить, они уже сказали все, что могли в этом раскладе. Но в следующих раскладах вы многое другое узнаете. А здесь я вижу, что жизнь не игра. Нет, не нужно искать мужчину такого харизматичного, который играет в жизнь, да? Нет, жизнь – это работа. Это засучив рукава, доверие, кропотливо, это быт. Это такое хюге, да, это такое лагом, то есть столько, сколько нужно, столько и делаю для отношений, ни больше, ни меньше. И со временем это укрепит ваш союз, такая алхимия между вами произойдет, и будет вот такой тандем, будет вот такой символон. Символон – это соответствие. Мы идем не друг к другу, а мы остаемся суверенитетом, а идем в одном направлении, да. Вот и все, мы идем в одном направлении, мои дорогие. И это замечательное направление, вот смотрите, какая золотая дорога в наш замок родовой. Но это может быть и квартира, неважно, я ведь говорю символически, но вы поймете меня. То есть вот какой мощный расклад, даже вышла вот карта. Кстати, я ее упомянула, да, если по закону жанра спектаклей, что если ружье висит на стене, то в конце оно и выстрелит, да. Интересно. Вот как интересно. Эта карта я упомянула, сказала, пустая карта. Значит, все, что должно было сказано. И вот, пожалуйста, она закончила расклад и говорит, что все было сказано этими картами. Кое-что вы поймете без слов, кое-что мои слова. И каждый мои слова поймет по-своему. Поэтому, мои дорогие, все вы понимаете по-своему, хлебушек один на всех, но ведь каждый его переваривает по-своему, да, и слова все таким же образом. Ну вот у вас будет символон соответствия, вы будете работать над отношениями, и алхимия произойдет, то есть в соответствии. Видите, эти ключи, которые были на карте «Золотая клетка». «Золотая клетка» – это первая карта, которая вышла. И теперь действительно по алхимическому закону эта золотая клетка, она переработалась, переварилась, она вот переварилась в этом священном сосуде из того ключа, который он прятал от вас. То есть он не хотел, чтобы вы были самостоятельны, боялся, что таким образом вы обнаглеете, да, в кавычках, то есть захотите жить своей жизнью. Ну, для некоторых это и называется обнаглеть, ведь он хотел бы, может, чтобы вы жили его жизнью, по его правилам играли. Так вот теперь он осознал это все, что это неправильно. Нужно буквально тандем полного соответствия и
стопроцентного понимания, уважения в паре. И вот поэтому у алхимика теперь этот же ключ у него на поясе, потому что именно секрет успеха – это в тандеме, в соответствии, в том, что никто не больше другого, и взаимопонимание, поддержка, когда люди идут в одном направлении. Здесь вот именно карта Симбалон, вы идете в одном направлении. Кстати, Симбалон, вот эти карты, они именно об этом и говорят. Замечательный, совершенно шикарный расклад. Я вас поздравляю с такой важной информацией, но, знаете, я скажу одно, что информации много не бывает, да, и что-то в одном месте проиграется, что-то в другом. И еще бывает так, что человек слушает, и сегодня одно понимает, а завтра слушает, понимает все совершенно по-другому, потому что всегда высшие силы говорят вам то, что именно нужно услышать в момент. И окрашивают мои слова нужными красками. В один момент такими, в другой момент совершенно противоположными. Так что не сомневайтесь, вы помощь получите. Иногда так бывает, я говорю своим слушателям, дайте раскладу осесть на дно подсознания. То есть послушайте и не делайте выводов вообще никаких. Пойдите на прогулку, займитесь домашними делами или же рабочими делами. 1 день, 2, 3, и расклад усядется. И расклад начнет с вами разговаривать и выдавать вам уже переработанную информацию. Да? То есть есть такие понятия, как информация и знания. Я здесь даю информацию, и со временем эта информация станет вашими собственными знаниями. А собственные знания на одну и ту же информацию у всех людей совершенно разные. Вот таков закон природы, мои дорогие. Я его просто вам рассказала. И вы, наверное, сами это знаете тоже. Ну вот здесь кресло, на которое я обычно приглашаю своих слушателей, чтобы вы сюда сели. Если есть желание, оно очень удобное, очень мягкое. Это целый диван, там 2 человека помещаются. И мы поговорим еще о вас, о вашем счастье, и сделаю для вас нужные расклады. Так что приходите на мои расклады настоящие, и которые были. Ну, настоящие имеется в виду в это время. Они все настоящие. В то время, когда я вот сейчас выпустила будущее и прошлое, все расклады вам совершенно помогут. Я в этом больше чем уверена. Так что будем видеться. Всем добра и любви. Здесь, мои дорогие, здесь оберег для вашей пары. И вообще и не я, и мужское, и женское, это может быть одно лицо. Король и королева – это вы, потому что женщина – это женщина сверху, мужчина внутри, мужчина наоборот. Мужчина – это мужчина сверху, женщина внутри. Поэтому рассудите, пожалуйста, так. Это пара вы и он как ваш партнер, независимо от вашего пола. Мужчина тоже, поймите меня правильно. Ну, а может быть, это вы одна персона, и здесь важно, чтобы посмотреть вообще ваше будущее в профессии и так далее. И я заговариваю этот оберег вам на счастье, на пользу, на удачу и на радость, конечно же. Это очень важно, потому что я делаю очень давно заговоры в самой ранней молодости, когда мне нужно было делать такой проект. Моя дипломная работа, она была именно о том, чтобы изучать. Я по деревням ездила, изучала и трактаты писала о том, как народные целители все это делают. Это было, когда мне было 20 лет. И сейчас уже у меня огромный опыт за плечами делать вам обереги и защитные элементы, такие, да, как вот вы видите на экране, такой оберег. Так что этот оберег даст вам благополучие, счастье и успех. А я вас люблю, обожаю и знаю, что мы скоро увидимся. Пока-пока, мои дорогие, и до новых встреч.